Знаете, что я поняла? Что наши мужчины охуели. И говоря про наших мужчин, я имею в виду именно славян, русских, украинцев и белорусов. Я сейчас нахожусь в Турции, пообщавшись, в принципе, с турками и зная про их отношения и восприятие женщин, и не только про турков, Америка и другие страны, я подумала, что с нашими мужчинами не так. Недавно у меня был короткий роман с американцем. Мы встречались почти 2 месяца, все было хорошо, и дело уже шло к отношениям, а не просто свиданиям, но вдруг мы внезапно расстались. Наши взгляды на то, как выглядят серьезные отношения, оказались совершенно разными, и подсветила это бытовая ситуация. Мне нужна была помощь с переездом, с перевозом габаритных вещей, и я попросила помочь своего парня. А кого еще я должна просить, если мы встречаемся? Он согласился и помог, сделал это не сам, а нанял людей, которые все перевезли, но в день переезда видно было, что заниматься всем этим ему не нравится, он был раздражен. Через день мы встретились, и я спросила, почему он так себя вел. Он ответил, что да, ему не нравится заниматься такими вещами, тратить свое время на решение чужих проблем, и все мы взрослые люди, которые справляться должны со своими трудностями сами, а не напрягать других. Я могла бы спросить у него совета, где заказать муверов и организовать все сама. Так, по его мнению, было бы правильно. На мой вопрос, а как же он видит отношения, он сообщил, что идеальные отношения для него – это проводить вместе выходные и встречаться пару раз на неделе. И при этом у каждого, естественно, своя отдельная жизнь, где никто никого не напрягает. На мой взгляд, отношения должны выглядеть иначе. Поэтому я предложила больше не тратить время друг друга и рассталась с ним после этого разговора. Мое свидание с американцем. Лучше бы я это смогла стереть с моей памяти и никогда не вспоминать, но вы обязаны это знать. Девчонки, пожалуйста, будьте аккуратны с супер-найс американцами. У меня был такой вот случай неприятный. До сих пор как будто в грязи искупалась. Ходил ко мне на кофе постоянно, оставлял чаевые, хороший такой, весь найс, такой красивый, 2 метра ростом американец, и позвал меня на свидание. Я еще думала, не зря думала, отказать, не отказать. Потом девчонки, сходи на это свидание, он такой красивый. С лица воду не пить, что там говорят. Ну, короче, я пошла, такая нарядилась, из этого еще накрасилась, понимаете? Мы сидим в ресторане, общаемся, он говорит, какой он прекрасный, прям с Гарварда вышел, американец в 3-м поколении, и он просто хочет семью создать, ему было, по-моему, 32. Адвокат. Адвокаты такие жесткие. Мы пошли в ресторан, и он мне начинает зачехлять, рассказывать 1001 ночь, как будто Шахерезада, буду сейчас тебе это все подыгрывать. Угомонись, угомонись. Сказала я и себе, но момент счета пришел, и он такой, ты сможешь мне перекинуть через Зеле? И такой, типа, невзначай что-то делает, и я такая, excuse me, what did you say? Он такой, no, nothing, такой сразу назад заднюю дал, типа, ничего, я закрою счет. Тогда у меня нету кэша, заплати, пожалуйста, чаевые официанту. И я такая, ну, понимаете, я привыкла к другому. Когда мужчина зовет тебя на свидание, он хочет проявить вежливость, культуру, джентльменом показаться, дарит цветы. У меня всегда так было. Мне дарили цветы, ухаживали за мной красиво и показывали свой интерес и уважение ко мне, так как я девушка. Они же показали, американцы, мне полное отсутствие воспитания. Вот этот их менталитет, типа 50/50, или что он себе там подумал. Извините, я с другой семьи, я с богатой. Не, шучу. И в чем суть была? Он был на Лексусе, говорит, тебя домой подвезти? Я говорю, нет, спасибо, блин, как будто и так, знаете, пощечину дали, я еще сяду в его машину, да, до свидания. Я вызываю такси, я говорю ему, я надеюсь, ты понимаешь, что ты можешь мне не писать. Прожив 2,5 года в Европе, в Германии, я поняла, что я больше не смогу никогда в жизни встречаться с украинцем. A few moments later. Свидание с немцем, на котором я опять заплатила за нас. Что это за черная полоса в моей жизни, что я плачу на свиданках? Это какой-то трэш, правда. Знала наше новое правило? Какое? Кто последний доедает, тот и платит. Я вот уже все. У нас общий бюджет вафля. Эх ты. Не удалось. Не фартануло. Посмотрю, на вид красивый. Привет из Германии. Для приезжих людей, для новых жителей Германии будет, особенно для девушек, будет сейчас очень трудно, потому что
Что они ожидают? Они ожидают, чтобы мужчины их приглашали на свидание, и чтобы мужчины им все оплачивали, да? Но мы не забываем, люди, что мы находимся в Германии. В Германии совсем другие привычки. В Германии у нас может даже так быть, что если мужчина пригласит женщину или девушку куда-то в ресторан или что-то выпить, что каждый платит за себя. Да, это звучит тупо, да, это ужасно, но это Германия. Я думаю, это не только в Германии, но у нас это так. Смотрите, у русскоговорящих людей, которые сейчас приехали, это Россия, это Украина, я не знаю, это, короче, все то, что не относится к Европе, да. Там принято, мужчина приглашает девушку, он платит. Даже если девушка приглашает мужчину, все равно мужчина платит. Мужчина должен. Он должен ей дарить подарки, он должен ее обеспечивать, он должен всю жизнь, должен, да? Здесь, в Германии, у нас никто ничего никому не должен. У нас может быть даже так, что мы замужем или женаты, да, живем, или просто живем вместе, и у каждого свои разные конты, да, банковские счета, да, и никто никому ничего не должен. Допустим, я плачу за квартиру, для этого он идет и закупается, понимаете, расходы разные, и вот это вот совершенно нормально здесь. Будет платить. Да, так вот, рассказываю. Значит, девчонки выходят замуж за богатого швейцарца. О чем они думают? Девочка, о чем мы думаем? Будет как сыр в масле. Молодец. Делать ни черта не буду как сыр в масле и так далее. И вот девчонки на следующее утро общественная работает как-то жестко. Вот. А девчонки, значит, на следующее утро прибегают. Оля, а что случилось? Я говорю, что случилось-то? Так он же богатый. Ну и чего? Свадьба, красота, утренний, мы, значит, все, первая брачная ночь, там, неважно, кофе в постель. А он мне за кофе говорит, дорогая, а ты где будешь работать? Как работать? Ну, а как ты должна? Ну, хорошо, я буду помогать в твоем общественном фонде. Я буду, значит, слушай, это мой фонд. Я заработала деньги, это мои деньги, я их, значит, буду, да. А ты-то какую пользу обществу принесла? Давай мы тебе купим магазин. Ну, я, понимаю, да, я сублимирую, немножечко развлекаю. Вот, значит, купим магазин. Ой, прекрасно, дорогой. Что думают наши женщины? Она владелица магазина. Что она в это время делает, пока ее магазин работает? Отдыхает. Ходит, маникюрит, педикюрит, салоны, шмотки и так далее. А он ей говорит, недорогая, ты что, не работаешь? Как? Ты должен либо за прилавком стоять, либо бухгалтерию стоять, либо хотя бы убираться на худой. Ой, я ничего не умею, сейчас на курсы отдам. Так заканчивается жизнь и представление нахальной девушки о прекрасном швейцарском принце. Всем привет, ребята! Сегодня я вам расскажу, как на протяжении 5 месяцев я пыталась выпросить iPhone у своего немца. Привет, девочки! Короче, я в Германии чуть больше года, и я вышла замуж за араба. И что я могу сказать? Мне понравилось то, что он быстро сделал предложение. То есть он вообще не тянул, сразу такой: давай жениться. Я говорю, давай. И еще мне понравилось то, что он все оплачивает. То есть все расходы на нем. Я вообще ни за что не плачу. Поэтому так. Короче, пришли мои турецкие принцессы. Я так скучала, Ребят, Dyson. Что такое Дайсон? Дайсон. Я игнорю, делает вид, что не понимает. Like, you don't know what is it, yeah? Это же тип. You need to help. Кому, тебе? Yeah. Ты богатый вообще. Ты богатый. Ты богатый вообще. И смотри на мир. Только из американцев. Развод с турком. Что делать? Очень важно знать законы этой страны. В турецком праве есть такое понятие, как временные и постоянные алименты. И эти правила работают даже если ты гражданка другой страны. Временные алименты женщина может получить, если хочет развестись с турецким мужем и нуждается в материальной поддержке. И если супруга еще не подала на развод и осталась без средств на существование. Условия получения постоянных алиментов. Первое. Женщина должна быть признана менее виновной стороной. Второе. Она должна доказать, что после развода будет нуждаться в материальной помощи. И даже работающая женщина может претендовать на алименты, если зарплата супруга выше минимальной.
Суд определяет сумму выплат по своему усмотрению. Часто эта сумма составляет 1/4 от официального. Можно я буду твоей Наташка? Наташка, здравствуйте. У меня был Наташка, у меня был 3 точка, да, огромный, который хороший бизнес был. Я себя очень хорошо чувствовал, ничем не нуждался. Как я с Наташкой познакомился, да, это 3 огромный мой точка, да, вообще грохнули, рухнули, вообще обанкротился. Сейчас пришел вот на это, морковка, баклажан, всякие вот эти, да. Мне больше вообще абсолютно Наташа не интересует. Дай мне работать спокойно на этот баклажан все продавать. Наташа вообще не нужен. Хорошо, Наташа?